Всем привет! На сегодняшнем мастер-классе я покажу роспись керамической кружки в технике точечного дизайна мандала. Перед началом работы хочу рассказать про инструменты, которые я использую. Это спирт, либо средства для очищения стекол, спиртосодержащие, ватные палочки, ватные диски, салфетки и тряпочка. Из инструментов я использую набор для точечной росписи. Я беру ватный диск, спирт, и мы обезжириваем поверхность, на которой мы будем наносить нашу краску, чтобы убрать отпечатки пальцев, пылинки и прочее. Я использую специальную краску фирмы Decola. Такая краска лучше закрепляется на керамике, ее можно запечь. Также она является нетоксичной для организма человека. Далее начинаю наносить рисунок. Роспись сегодня я выполню в спиральной технике. Точки я наношу в равных промежутках между друг другом. После каждого нанесения краски я вытираю инструмент, ставя точки с небольшим смещением. Следующий цвет смещается тоже на одно деление. С каждым рядом берем инструмент большего диаметра. Чередуя выбранные цвета, продолжаем дальше рисовать нашу кружку. Вот так у нас получается. Краска жидкая, поэтому, чтобы капли красиво стекали, надо чашку придерживать под разными углами. Если вам что-то не нравится, можете взять со спиртом, раз, и стереть. И хорошо вытереть поверхность. С каждым рядом старайтесь сделать промежуток между рядами больше, для того, чтобы создать эффект, который свойственен рисунку мандала. Для создания объема заполним кружочки цветом соседнего ряда. Это добавит изображению глубины. Продолжаем дальше рисовать нашу кружку. Добавим теперь белых элементов нашему изображению.
Теперь этой чашке надо высохнуть 3 дня. Остался последний завершающий этап, о котором я расскажу дальше. На примере кружки, которую я делала недавно, покажу, каким является завершающий этап работы – запекание. Для этого в холодную духовку ставим кружку, устанавливаем температуру до 100 градусов на 5 минут. Важно ставить кружку именно в холодную духовку для того, чтобы сама чашка не треснула и краска не полезла. По истечении 5 минут достаем кружку и даем ей остыть. Прошло время, чашка уже остыла после выпекания. Покажу, как она себя ведет при контакте с водой. Краска не боится воды, даже можно потереть губкой. Ускоренное видео по созданию такой чашки и вот такой подставки под горячее можете посмотреть вот здесь. Как видно, изображение хорошо держится и не облазит. В итоге получилась такая красивая кружечка. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вопросы. Всем пока!